буду выбирать именно украинские роскошные рестораны и будем ходить именно всякие вкусности есть в украинской атмосфере. Боже, ну это посмотрите, это вообще произведение искусства. Вся русскоговорящая или украиноговорящая, такая молодежь в основном, студенты, мне кажется, или может чуть постарше. Так давно не видела молодых людей там, или студентов, украинцев. Могу сказать, что это реально лучшие сырники в моей жизни. Достаточно вкусное, прям такое, как вот в ресторанах в детстве было. Классическое, я бы так сказала. Икры прям очень щедро. Какое тут зеркало еще новогоднее. Руки здесь все моют женщины в ванной. Это вообще особый кайф. Так, ну что, у меня пицца груши с горгонзолой и бокальчик игристого. Ну что, доброе утро, Варшава. О, я не знаю, видно ли на камеру, но выпал снег. Вы посмотрите на это. Вау, какая красота. Выпал снег. Ну что, мой варшавский лук теперь везде, во всем в шарфе. Солнце. Ну что, пойдем завтракать. Ну что, зеленый Новый год, у нас 2 января. Друзья, поздравляю вас всех с наступившим Новым годом. У меня сегодня такое классное, приподнятое настроение. Вчера был день, когда был такой движ. Я меняла билеты, искала самолеты, бронировала отель. Все это внезапно случилось. И чувствую, что вот как год начался, да, с такими эмоциональными подъемами. То вверх, то вниз, то с поиском каких-то решений, переездов. Видимо, таким весь год и будет. Ну дай бог, чтобы все это было в позитивном, счастливом ключе. Самое главное, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы мы жили все в мире. Вот. Поэтому, друзья, с Новым годом. Поздравляю вас с наступившим 2026 годом. Я думаю, что он будет настолько прорывной для всех, во всех сферах. А любые прорывы, знаете, трансформации, иногда они проходят через огненное кольцо, как говорится. Поэтому, в общем, идем вперед. Oh, sounds good. Oh, thank you. I'm each time taking this, wanted to try this one also. Thank you so much. Very beautiful. Боже, ну это посмотрите, это вообще произведение искусства. Я просто всегда ем 2 яйца. Ну, сейчас, наверное, немножко бриоши меньше съем, но это просто такая красота. Спасибо, отель Верт, и я вернусь сюда к вам снова. Потому что невозможно в этом отеле просто не остановиться снова. Очень хороший отель. Ну, просто уровень Мишлен. Завтраки. Просто восторг. Очень приятная публика, очень тихо всегда, очень приятно. Завтра, сегодня вот я специально пришла пораньше, чтобы никого не было, чтобы было удобно снимать. Ну, в общем, зеленый коктейль я почему-то раз попробовала только в последний день. Просто один из лучших зеленых коктейлей, которые я пила в мире. Настолько он сбалансированный, и обычно их пить невозможно. А тут и петрушка, и шпинат, и, как это называется, вот зеленая, как она, короче, забыла на русском, киви, и вот этот стебель такой, который обычно все его не любят. В общем, самое главное, что здесь очень вкусно. Что, look of the day, я такая огромная, живу в этом своем, но что делать? Зато тепло, хорошо, несколько слоев, залог хорошего, теплого ощущения себя в Польше. Поэтому здесь ветрено, холодно, северно, надо одеваться. Все, что вам нужно знать о погоде в Варшаве. В общем-то, на самом деле, почему-то к вечеру ветер утихает, но днем такая вот сырость и промозглый такой ветер, что даже закутываясь, тебя все равно пробирает. Поэтому одевайте подштанники, ритузы. В общем, все, что с детства мы знаем, помогает в таких ситуациях. А вот и мой отель. С этой стороны как выглядит. Тоже очень симпатично. Настоящий дворец.
2:30 уже закат. Ой, на какую я красоту приехала. Следующая моя остановка — это легкий ланч, перекусик в Милк-баре. Привет, дружок. Опа. Ага, очередь. Ой, какая тут витрина красивая. Оливьешка в баночках, какие-то круассаны, всякие кейки. Ой, это прям красота. Ну что, конечно, небольшая очередь есть. Не знаю, посмотрим, насколько это будет вкусно. Но, честно говоря, я уже 15 минут стою в очереди, только потому что холодно, не хочется никуда идти. В общем, мой принцип, я никогда не стою в очередях, но это как бы вообще посмотрим. Но я так понимаю, что очередь здесь всегда. Надеюсь, будет вкусно. Проверим. Ну что, прошло еще 5 минут. Первый раз в своей жизни стою в ресторан в очередь. Только потому, что украинский ресторан. Только потому, что в Варшаве. Такой холод. Посмотрите, сколько там еще людей в очереди. Алкам. Что это такое? Ну что, ура, я присела. О, наконец-то воды мне принесли. Милк-бар, Варшава. Такой вот вид. Такая вот красота за окном. А там черга еще триває, там очередь еще стоит. Я уже все выбрала. Классно. Тебе и на украинском говорят, на польском говорят, на украинском, на русском, на всех языках тебя понимаю, это очень классно. Единственная проблема, что когда я начинаю говорить на украинском, все слова, которые я не помню, я начинаю вставлять на английском, не на русском, а почему-то на английском. Это, конечно, вообще, я не знаю, как у меня так мозг работает, потому что, видимо, я на английском говорю постоянно, и у меня мозг воспринимает английский как мой базовый язык. Звучит это, конечно, классно. Говоришь на украинском, вставляя английские слова, и периодически забываю, говоришь на русском. Зато как красиво. По-новогоднему. Милк-бар Варшава. Супер, спасибо. Так, оливьешка с икрой. Ну что, начинается новогоднее у меня отмечание. Очень красиво. Подача класс. Ну что могу сказать, оливье достаточно вкусное, прям такое, как вот в ресторанах в детстве было. Классическое, я бы так сказала. Икры прям очень щедро. Атмосфера очень приятная. Класс. Мне действительно здесь нравится. Если вот не ожидание в очереди, то было бы вообще просто... Официанты все такие приятные, молодые ребята. Мне кажется, украинские в основном ребята. Девушка, у меня тоже официантка, такая приятная. Четыре часа дня, уже темнеет. Just for this flower I'm giving you. Oh, thank you. But you can try it. It's just. Really? Yeah, we have very nice coffee. Don't Basically, if don't you leave. haven't- Don't leave. Wait. Let me give. Try. Yeah. It's good one. Yeah. It's good one. Yeah. It's good. Thank you. Капучинка классная. Кофе действительно хороший. Овсяное молочко классное. Первое капучино. На овсяном нежный очень. Классное. О, дякую, яка краса. Класс. Ну что, сырнички со сгущенкой, с орешками, я так понимаю,
и капучино на овсяном. Класс! Вы просто обязаны видеть и слышать, как я ем эти сырники. Это самые лучшие сырники, которые я ела в своей жизни. Они мне напоминают сырники, которые готовила мама в детстве. Прям вот еще в таком советском детстве. Не знаю. Это очень вкусно. Это просто бомба. Могу сказать, что это реально лучшие сырники в моей жизни. Вкусно. Очень, очень, очень вкусно. Просто чтобы вы поняли, какие они в разрезе. Классные, зернистые и очень вкусные. Зірочка і найголовніше, що відкрити. Тут маємо кнопочку. О, це я Відкривається ще візьму трек. своєму мужу такі І тут подарунки. буде 6 як гарно. цукерочок. Мій Київ, праліне, це буде трюфель з фундуком. О, в курс я візьму. Звісно, я візьму. Так, в мене так. Як вас звати? Ангеліна. Ангеліна. Дуже дякую. Я напишу про вас. Дякую. У меня еще до концерта целый час. В общем, я тут зависаю в милбаре. Настолько здесь уютно по-новогоднему. Решила взять еще куриного бульончика согреться. Так что классно. Я покушала в милбаре сырнички, оливьешку. Еще и куриный супчик напоследок перед концертом. Купила прекрасный подарок, конфеты. Посмотрите, как тут красиво. По-новогоднему. Но холодно. Просто вау. И тут тем временем, сейчас я вам покажу, смотрите. Началась метель. Да вообще. Так, меня там уже, я смотрю, ждет машинка. О! Снег. Вау, вот это да, вот это погода. Милбар очень классный. Единственное, что, конечно, очередь нужно подождать минут 15-20. Ну, такие дела. Смотрите, какая классная атмосфера здесь. Прям место номер один. Ну что, с 1 января, с новым 2026 году нас ждут невероятные приключения. Чувствую, что этот год будет особенным для всех. Ну что? Ну что, 1 января, музеи все закрыты, поэтому я приехала в фабрику Норплина. Здесь погуляю. Здесь хотя бы крыто. Поразглядываю все. Потом поеду в Бровары Варшавские, дойду пешочком. Ну и где-нибудь побранчую. Такой, вернее сказать, ланч, ужин будет. Сколько тут всяких пространств интересных. По-новогоднему. Всякие барчики, кафешечки. Пасты всякие. Такой фуд-маркет. Art Space и фуд-маркет. Да, реально прикольное пространство. Много очень ресторанов, кафешек. Я понимаю, что сейчас не все открыто из-за того, что 1 января. Но прикольно. Вот я и нашла кафешку украинскую, банч. Надеюсь, будет столик.
принесли в подарок куриный бульончик. Ой, еще я вижу оливьешку. Супер. Ну вот, милк-бар как-то больше такой мой вайб. Мне там очень понравилось. Здесь немножко другая такая барная атмосфера. Не такая уютная. Капучинка моя вечерняя для согрева. И еще жду сырничков. Ну что, 1 января. Я в кафе «Банч». Всем русскоговорящие или украиноговорящие. Такая молодежь, в основном студенты, мне кажется, или может чуть постарше. Так давно не видела молодых людей там, или студентов, украинцев. У нас в основном там постарше, там, до 40, до 50. Боже, так чувствуешь себя таким старым. Боже, ты понимаешь, какая большая разница уже между вами, что это так все далеко. Вообще, конечно, жизнь так пролетает быстро. Селась тут в банч, уже все разошлись. Мне долили еще вторую чашечку бульона, такой он теплый, такой домашний. И все вокруг щебечут на русском. Вообще не хочется уходить. Когда опустела, так стало уютно и хорошо. Свечечку мне тут сделали. Классно. Такие интересные наблюдения. Я когда ехала в Варшаву, думала, что здесь очень много будет украинцев, все будут говорить на украинском. Но на самом деле, когда ты не живешь в Украине, когда ты живешь в другом языке, у тебя еще куча других иностранных языков, действительно сложно говорить на украинском. Мне сложно. Я начинаю говорить и потом сбиваюсь постоянно. Поэтому я вот смотрю, что все, кто здесь в Польше, в основном все говорят на русском, большинство. Я, в принципе, могу понять, потому что, когда у тебя нет ежедневной такой практики, то перейти на язык очень сложно. Даже когда я начинаю разговор с официантом на украинском, буквально через 2 фразы я снова перехожу на русский или там на английский. Вот. Угощают сегодня 1 января банч куриным бульоном. Ну что, я поужинала в банч, классно все было, сырники изумительные, оливье изумительное, бульон, который меня угостили 2 раза, просто классный. Единственный нюанс, поскольку кафешка небольшая и тесная, очень советую приходить в такие часы, когда поменьше людей, тогда действительно наслаждаешься атмосферой, музыкой. Удивительно вежливые официанты, очень все прекрасно, поэтому действительно вот классно. Забираю все свои слова, что это лучше, чем милк-бар. Другая атмосфера, другой вайб, но точно стоит прийти, просто выбирайте более такие, менее busy hours. Поэтому, когда я сидела сейчас уже 8 часов вечера, было пусто, мне зажгли свечу на столе. Очень классно, романтично, душевно. Ну, а я в центре Варшавы. А вот и фабрика Норблина. Как она классно отсюда выглядит в этом деловом центре. А я иду на Бровары Варшавские. Последняя моя точка на сегодня. Смотрите, как, собственно, красиво, чиста и ухожена Варшава. Метет снег целый день, но тут же моментально все расчищают, ты не ходишь по слякоти. Практически все, ну, за редким исключением, все дорожки очень сухие. Поэтому молодцы, конечно. Ой, салюты. Ну, что я могу сказать? Знаю только одно, что если бы я приехала в Варшаву и не было этого снега, я думаю, что, скорее всего, она бы мне не так понравилась, не так была бы мне приятна, тепла и вдохновляющая, как сейчас. Поэтому погода, собственно, сделала свое дело и заставила меня просто влюбиться в этот город. Настолько, что мне даже не хочется уезжать. И мысли, они переехать ли жить в Варшаву, на удивление меня посещают. Давно такого не было чувства. Приятное чувство. Да, конечно, хоть эти уги и светлые, но вот платформа, она просто спасла меня. Если бы у меня были на плоской подошве, то я бы уже была вся мокрая. Поэтому вот так вот все бывает не просто так. Я еще когда ехала, думаю, светлая обувь, что я в ней буду делать тут? А нет. Ну что, привет, Бровары Варшавские. Я тут, я на месте. Насколько я знаю, это очень стильное, современное, архитектурное такое местечко, райончик. Ну и, собственно,
Так оно и есть. Да, красиво очень. Тихо, все закрыто. 1 января. Куча уютных и милых кафе, новогодние украшения, снежок. О, снеговик! Даже такой мишка, я бы так сказала. Какой он классный. Да, здесь архитектура супер. Мне очень нравится. Классно организовано многоуровневое пространство. Да, приятно здесь время проводить. Я думаю, летом просто восторг. Наверняка куча летних террас. Жить, я думаю, тоже здесь достаточно приятно. Современный такой новый район с кафешками под боком, всякими коверкингами и офисами. Класс. Ну и самая главная часть — это food hall тоже, который есть тут в Бровари. Он более такой элегантный. Сейчас посмотрим, что там подают. Потому что, честно говоря, в Ноблино мне не захотелось там даже ничего съесть. Как-то все это выглядело неэстетично. Хотя цены были такие достаточно, как везде, в общем. Я бы не сказала, что прям стритфуд цены. О, а здесь прям классно. Реально классное место. Воспринимается не как фудкорт, как ресторан. Мне очень нравится. Я так хотела суши, все бегаю за ними. Вот думаю, а не съесть ли мне какие-нибудь суши сейчас тут? Беру в итоге все время комфорт, потому что этих машин больше, и они быстрее приезжают. Опять выбрала комфорт. Нужно ждать 2 минуты на ветру всего лишь. Тут за 3 дня пользования Uber Black меня апгрейдили. Ой, отлично, Lexus. Это, конечно, лучше, чем Toyota. Чуть-чуть все подтаял снежок. Ну и напоследок мне последний день вид весь снова появился. Ой, красота какая. 7:30 утра. Я никак не могу перестроиться на местное время. Просыпаюсь в 5, в 6 по турецкому времени. А там так красиво. Ой, сегодня все растает, будет тяжело уходить. Как же красиво. Ну что, последний день в Варшаве. Сегодня решила одеться на завтра. Сегодня свой кашемировый костюмчик. Везде у меня кашемир. И пододежка кашемир новогодняя, и костюмчик тоже кашемировый. А у меня, смотрите, за ночь снег немножко подтаял. И у меня открылся снова этот мой замечательный вид. 4-й последний день в Варшаве. И завтра я еду неожиданно в Краков. Ну, в общем, пойдем на завтрак. Ну что, как вам мой лук сегодняшнего дня? Называется Full Кашемир лук. И сегодня одела свои эти уги, которые с леопардом. Ну, в общем, погнали на завтрак. Там такие вкусные яйца Бенедикт на бриоши, что я просто жду утра, чтобы снова прийти, выпить капучино и съесть эти яйца Бенедикт. Ну что, погнали в последний день в Варшаве. Боже, ну это, посмотрите, это вообще произведение искусства. Я просто всегда ем 2 яйца. Так красиво, так по-новогоднему, так душевно. Даже в такую немножко слякотную погоду. Очень приятно и красиво в Варшаве. Иду в ресторан Мимоза. Вот я пришла в ресторан Мимоза. Почему-то никого нету. Может быть, он закрыт. Ну что? Привет, Мимоза, украинский ресторан, который у меня был в моем листе, в моем плане. Тут прекрасный, шикарный интерьер.
Просто восторг. Как раз я уже успела проголодаться. Как классно, что везде в Варшаве, ну, я не знаю, во всех ресторанах, но вот в украинских везде мне давали водичку. Это прям супер. Ну, насколько, конечно, здесь просто шикарный интерьер. Просто сказочный. Сейчас я вам покажу, какие здесь еще туалеты. Какое-то зеркало еще новогоднее. Очень красиво. Смотрите, просто класс. Бруклин пицца. Мимоза Бруклин пицца. Самое главное, я уже руки помыла, сейчас не буду мочить, но сам факт, что руки здесь все моют женщины в ванной. Это вообще особый кайф. Ой, какая красота. Ага, хорошо, супер, спасибо большое. Так, ну что, у меня пицца груша с горгонзолой и бокальчик игристого. Пицца класс, супер нежная. Еще такой соус к ней, острый, медовый. Просто восторг. Правда, очень нежная. Даже вот одному человеку легко ее съесть, потому что очень легкая. Вот это главная видовая точка, всем известная Варшавы. Я тут много раз проезжала. Там, кстати, ярмарка. Насколько я знаю, она уже вчера закрылась. Вечерняя Варшава. Какие-то очень интересные штуки. Сосиски с капустой. Всякие штуки такие интересные. Никогда такого не видела. Тебе такие прецели, или как они называются, не знаю. Но прям реально интересная штука. Я смотрю, все их покупают прям. Интересно. Так, тут дуже гарно, що ми одне одного так розуміти можемо. А, так? можна собі Здогадуватися. Половину ми здогадуємось так. Połowę zrozumie, połowę dogadać. Nie ma problemu. Теж гарна мова польська. Красива теж. Znaczy, generalnie rosyjski język też jest bardzo ładny. Poezja śpiewana jest, Tak, prawda? tak. Tak. Так. Skręć w lewo w Sewerynów, a następnie skręć w lewo w Oboźna. Влєвого. Влєво. Так, все дуже близько, так. Я закохана в Варшаву, так гарно. Так? Так чудово. Я перший раз, то мої перші 2 дні в Варшаві, то любов. Дуже Так, тепло, красиво. Які гарні люди. Я закохана у Варшаву. Я об'їздила всю Європу. Я жила в Лондоні, в Німеччині, у Туреччині. Але якась тут спешл, особенне, особливо. Rozumiem. Особливо якось, так? Tak, to bardzo mnie to cieszy. Так, мені дуже гарно. Моя душа спочиває. Дійсно спочиває. Ekstra. Ну что, друзья, моя последняя локация на сегодня, мой последний вечер в Варшаве. Это библиотека университетская. Супер классное, стильное пространство, которое у меня было просто number one в посещении. И оно у меня осталось, как видите, на десерт. Классно так пообщалась. Водитель у меня в такси говорил на польском, на русском, на украинском он не говорит, но понимает, так же, как я. И мы с ним так это хорошо, я на украинском, он на польском. Ой, как тут классно и стильно. Вау, я знаю, что там еще сад есть наверху. Класс, тут всякие кафешки. Такая прям университетская среда, так стилевенько. Всякие пекарни, кафешки. Супер. Да, сюда обязательно наведаюсь весной или летом, когда будет открыта крыша, и можно здесь классно все это понаблюдать.
Очень интересное пространство. Ну что, я напоследок решила добраться до своего отеля Виверте. Из библиотеки пешком. Там пишут, что где-то 25 минут пешком, бодрым шагом. И вроде бы здесь достаточно все так чистенько, тротуары почищены, поэтому решила сделать марш-бросок. Надо же как-то растрясти все эти пиццы, сырники и оливье. Ну что, последний вечер в Варшаве. Я не могу, у меня такая любовь переполняет. Мне так хорошо, я со всеми на украинском, и на русском, и на английском поговорила. Все, как говорится, свои скиллы отточила. Поэтому, в общем, Варшава любовь, сюда просто можно возвращаться как домой. Это что-то между Киевом, Европой, ну, в общем, такое все намешанное. Какое-то все родное, так хорошо душе, спокойно, просто класс. Слушайте, ну какой респект. Ну, на самом деле, снег вот шел все дни. Куда бы я ни пришла, на какую бы улочку, закоулочку, везде все почищено и сухо. Хотя вот, в принципе, там уже потаяла и слякоть. Поэтому, конечно, я влюблена в этот город просто по уши. Мне здесь так все понравилось. Так чисто. Я не увидела, мне кажется, за все время ни одного окурка, ни одной просто даже мусоринки не увидела. Настолько чисто и аккуратно везде. Везде, 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 даже в очень людных местах. Доставщики, бедные ребята на велосипеде по снегу. Думаю, скользкое непросто. Королевский замок, собор. И там уже вот мой отель. Очень все близко, рукой подать. Какой же роскошный, красивый город. Не знаю, 33 тысячи раз я, да, уже сказала. Могу еще столько же сказать. Влюблена в Варшаву, просто очарована, влюблена. И мне здесь очень... О! И колокол ударил сразу в подтверждение. Ну что, Варшава?